Привет! Я преподаю онлайн довольно давно, и часто ко мне приходят на уроки взрослые ученики, которые сами учились играть на скрипке и застряли где-то, и им нужна помощь. И тогда они обращаются к онлайн-урокам. Вот. И, как правило, у очень многих из этих студентов ошибки типичные. Вот я собрала в этом видео 4 основные ошибки, которые совершают люди, которые учатся самостоятельно. Первая ошибка – это репертуар. Человек, который хочет научиться играть на скрипке, как правило, хочет выучить какую-то конкретную песню. То есть ему запала вот в душу песня, и человек она его вдохновила, и он начинает учиться на скрипке, и прямо в ближайшем будущем сразу начинает учить эту песню. И на энтузиазме доходит до какого-то уровня, и потом застревает. Застревает, потому что нету еще определенных навыков наработанных, и чтобы вот, допустим, вот он выучил 2 строчки, а потом какой-то переход или позиция или что-то такое, и человек не может дальше идти. Если вы хотите выучить песню, нужно, чтобы вы умели уже основные сложности из нее играть. То есть вот такое выучивание сразу сложной песни, оно похоже на то, как человек, который учится плавать, хочет переплыть 100-метровое озеро, да, и он плывет, и в середине просто начинает тонуть, потому что еще не умеет плавать, да, нету вот силы, нету там дыхания не выработано, да. То есть нам нужно сначала приобрести определенные навыки, поэтому репертуар должен идти шаг за шагом. Обязательно по возрастающей сложности, то есть вы быстрее выучите эту песню, если неделю вы поучите там 1 строчку, какую-то песенку легкую, потом в 2 строчки, потом желательно с помощью педагога вы вычлените, что в этой песне может быть сложно, там, допустим, переход, 3-ю позицию где-то, и потом с этими навыками уже беретесь за что-то сложное, то есть вы научились плыть 10 метров, 20, 30, 40, и потом 100 метров уже для вас легко. Вторая ошибка заключается в том, что самоучки, как правило, не уделяют достаточно времени или вообще не уделяют времени гаммам и упражнениям. А гамма – это фундамент, это самая основа, то есть без которой дом не построится. Гамма дает ладовое представление, то есть слух воспитывает и звук. Вот, поэтому гаммы и упражнения, и арпеджио играть обязательно. В любом случае, даже если вы не хотите стать профессиональным скрипачом, но хотите просто научиться, придется поиграть гаммы. Третья ошибка. Ученики уделяют мало внимания ритму. То есть, как правило, вот интонация, здесь вот непонятно где ноты, очень много уходит внимание на то, чтобы чисто играть ноты, но чтобы сыграть в ритме, уже времени и внимания не хватает. Но даже в элементарной песне, если ее играть без ритма, она неузнаваема, и ритм такая же важная часть музыки, как и интонация, как и звук. То есть вы... вот эта елочка, да, как бы не совсем елочка. И последняя ошибка, она вообще-то не последняя, она очень тоже распространена, работа над звуком. То есть сколько мы уделяем времени левой руке, столько же нужно уделить времени правой руке. Именно научиться красиво тянуть ноты. Это такая рутинная, скучная очень работа, но без нее никуда. То есть звук – это наш голос. Представьте, вот вокалист, даже если он чисто играет и ритмично, поет, да, чисто поет и ритмично, но голоса нет, какой же это вокалист? Так и со скрипкой. Нужно, чтобы был хороший звук, нужно работать над правой рукой, над смычком. Хотя бы 2-3 минуты перед своими занятиями, то есть лучше уделить там 3-5 минут звуку, 3-5 минут гаммам, а потом начинать играть то, что вы хотите выучить. Это все равно прибавит скорость вам в обучении, чем если вы будете вот эту застрявшую песню, да, учить много-много раз, играть 100 раз с ошибкой. Лучше поиграть упражнения.